Привет! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И с вами, как всегда, Сергей. Сегодня я буду говорить о характере. У каждого из нас есть свой характер. Мы все разные люди. Поэтому сегодня мы будем говорить о чертах характера. Не забудьте поставить лайк этому видео. Давайте сделаем 1000 лайков. Это будет очень классно. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, мы будем смотреть на характеры с противоположностей, да? То есть у нас есть на одной стороне одна черта характера и на другой стороне противоположная черта характера. Итак, первая черта характера – щедрый, да? Щедрый человек. Например, эта белочка, она дает орешек, да, орешек птичке. И она говорит: вот, птичка, на, это тебе орешек. А птичка говорит: спасибо, да, она щедрая. Вот. А эта девушка, она принесла еду для бедных людей, вот. И она хочет давать что-то другим людям. Поэтому она тоже очень и очень щедрая девушка. С другой стороны, у нас есть не щедрые люди, это жадные люди, да, мне, мое. Вот, например, этот енот, он очень жадный, он забрал себе очень много золота, да, у него целый мешок с золотом, и здесь у него везде деньги, он говорит: мои деньги, мне, да, он не хочет давать его деньги другим людям, поэтому он жадный, да, и этот мужчина, он тоже жадный, у него есть очень много денег, но он не хочет делиться ни с кем, он говорит: все эти деньги мои, вот. Значит, щедрый – тот, кто любит делиться, давать другим, а жадный, кто не любит делиться, любит все для себя. Я хотел сказать, что все мои патроны, которые поддерживают меня на Патреоне, очень щедрые люди. Спасибо вам большое. Следующие две черты – это честный и лживый. Да, честный человек, например, как здесь на картинке, он нашел кошелек. Кошелек. Кто-то потерял кошелек. И он не забрал деньги себе. Он решил найти: этот кошелек Васи Петрова. Он нашел, где Вася Петров живет, и он отдал ему кошелек. Он честный человек. А нечестный человек – это тот, кто говорит неправду. Да, это тот, кто найдет кошелек и скажет: это мой кошелек, да, но это не его кошелек. То есть, если человек нечестный, то он делает такие вещи, он говорит неправду, он берет что-то и говорит: да, это мое, хотя это не его. Например, этот лис, он забрал торт у другого животного, и когда его спросили: а чей это торт? Он говорит: мой, это мой торт. Но это не его торт. Он очень лживый, он лжет. Вот, и этот мужчина, у него тоже такая лживая улыбка, такой: да. Вот, значит, честный и лживый. Обычно в реальной жизни я стараюсь быть честным человеком, но иногда, когда я играю в игру, я люблю быть лживым, да, в какой-нибудь настольной игре. Следующие две пары – это смелый и трусливый. Например, мы видим здесь этого льва.
он очень смелый, он ничего не боится. Да, если кто-то к нему идет и хочет его атаковать, он стоит, он готов, он не боится, он очень смелый. Да, и этот мужчина, этот мальчик здесь, он тоже готов бороться с трудностями, он смелый. Но трусливый – это тот, кто всегда всего боится. Да, как этот маленький зайка, он трусливый, он что-то увидел, ему страшно, и он сразу спрятался за деревом, да? И этот мальчик тоже трусливый, ему страшно, вот, поэтому он спрятался. Он не смелый, потому что смелый мальчик сказал: «Так, я смелый, что такое? Что здесь?» Вот, но он спрятался, он боится. Следующая пара – это трудолюбивый и ленивый, да? То есть трудолюбивый – это тот, кто любит труд, тот, кто любит работать, да? Любить труд. Трудиться значит как работать. Вот. И мы видим, что этот бобер, да, это бобер, он строит, да, его плотину. Он много работает каждый день, поэтому он очень трудолюбивый. Вот. А этот медведь, он не любит ничего делать, любит просто лежать на гамаке, отдыхать. Вот. Он ленивый. Вот. И здесь мы видим этого мужчину, который тоже очень много учится, очень много читает, что-то делает, да, он очень любит работать. А этот мальчик, он просто лежит на диване, ест чипсы, смотрит телевизор, у него тут есть пончики, да, есть газировка, все грязно, да, ну, он очень ленивый, поэтому он живет в таких условиях. Я думаю, что я иногда бываю очень трудолюбивый, но иногда бываю ленивый и ничего не хочу делать. Я думаю, это нормально. Смотрим дальше. Также у нас есть два слова, как умный и глупый. Да? Умный человек – это тот, кто много знает. Он пытается всегда думать, использовать его голову. Он читает, он изучает новые вещи. Да? Например, вы, друзья, вы все очень умные, потому что вы читаете, потому что вы изучаете русский язык. Да? Вы изучаете сейчас русский язык, вы умные. Вот. Но глупый человек – это тот, кто ничего не знает, да? И ничего не хочет знать. Вот. Я думаю, когда человек чего-то не знает, он не глупый. Но если он не хочет знать, тогда он глупый. Вот. Да, например, у этого мальчика, у него экзамен, да, и он ничего не знает, потому что он ничего не учил, и в этот момент он глупый. Но если он будет много учиться, то он тоже будет умный. Следующая пара – это общительный и замкнутый. Общительный человек – это такой человек, который очень любит общаться, то есть разговаривать с другими людьми. Мы говорим, душа компании. То есть все люди говорят: «О, да, с ним очень интересно разговаривать». Вот, очень общительный человек. Например, я очень общительный человек сейчас. Но раньше, когда я был тинейджером, я был замкнутый, да? То есть я был как закрыт, да, замкнутый. Например, этот мальчик, он замкнутый. Может быть, потому что он немножко стесняется, да? Вот, но он не говорит с девушкой. Может быть, она ему нравится, но он не готов говорить. Он слишком замкнутый. Вот, я тоже раньше был очень замкнутый человек. Но сейчас я думаю, что я довольно общительный, да. Также у нас есть другая пара, это скромный и хвастливый. Да, например, мы видим мальчика здесь, он одет очень скромно, у него простая одежда, не очень яркая, да, он спокойный, тихий,
скромный мальчик. Мы видим этого оленя, да, это девочка-олень, я думаю. И она тоже такая спокойная, тихая, скромная. Но посмотрите на этого мальчика. У него большая звезда на груди. И он любит говорить: «Ха-ха, я классный, йоу, смотрите на меня». Вот. И он хочет, чтобы все говорили: «Вау, какой ты классный». Он такой: «Да, я классный». Вот, очень хвастливый. Он говорит: «Я самый умный, самый сильный». Вот. Или этот петух, да, он тоже залез сюда, и он говорит: «Я самый сильный петух, самый смелый». Вот. И курочки смотрят на него и говорят: «Вау, какой он смелый, какой он сильный». Да, но может быть он не очень сильный, может быть мальчик не очень умный, но он любит говорить это, то есть он хвастается, он очень хвастливый. Я думаю, что я бываю немного хвастливым человеком, честно говоря, поэтому я стараюсь быть более скромным. Я думаю, что скромность украшает человека. Следующая пара — это серьезный и легкомысленный. Серьезный человек — это тот, кто ко всему относится серьезно. Да? Вот есть работа, и он серьезно делает его работу, да, как этот мужчина здесь. Вот, он учится, он занимается, да, или этот филин, он очень серьезный такой. Вот, русские люди, они любят быть очень серьезными. Поэтому, когда мы видим иностранцев, которые приезжают в Россию, и они улыбаются, то мы думаем: они легкомысленные, как эти обезьянки. Они такие: «А-ха-ха-ха». Да, то есть они несерьезные, они всегда играют, вот. И, например, эти люди, мальчик, этот мужчина бегает за листьями, да, он уже большой, но играет как маленький мальчик, и, можно сказать, тоже легкомысленный. То есть его мысли, они легкие, они несерьезные. Я думаю, что быть очень серьезным всегда это плохо. Иногда нужно быть легкомысленным, и можно уметь расслабиться, повеселиться. Вот. Поэтому я думаю, что в этом случае должен быть баланс. Здесь можно поговорить еще об эмоциях, да? Это не совсем черты характера, но это такие эмоции. Например, мальчик слева очень веселый, он очень такой: «Ей, веселиться», да, он очень веселый, позитивный, вот. А мужчина справа, он грустный, да, такой грустный. Ему очень грустно, что-то случилось. Я думаю, что мы все в жизни бываем веселыми, бываем грустными. Главное, я думаю, чтобы мы не были слишком часто грустными, да, и всегда веселыми. Я думаю, тоже, наверное, странно быть. Поэтому также это должен быть баланс. Потом у нас есть два других характера. Это эмоциональный и спокойный. То есть эмоциональный человек, который на все реагирует очень эмоционально. Так: «Вау! Ничего себе!» Когда он счастливый, он очень счастливый. Когда он грустный, он очень грустный. Да? А есть у нас человек спокойный, да, вот он спокойный, как этот мужчина здесь, он медитирует, у него все тихо, все спокойно, не очень счастливый, не очень грустный, спокойный. Вот, я обычно очень эмоциональный человек, но я хочу быть более спокойным, вот, мне нужно еще над этим работать. Поэтому мне трудно говорить медленно, потому что я очень эмоциональный. Другие две черты характера — это активный и пассивный. Ну, тут легко, понятно, что эта белочка, она очень активная, она все время бегает, прыгает, собирает ее орешки, да, это орешки, желуди, вот. А кот, он очень пассивный, все время лежит на диване, можно сказать, как ленивый тоже, да. Вот. Другая черта характера называется молчаливый и болтливый, да, то есть молчаливый человек — это тот, кто, это как
замкнутый, но просто он немного говорит. Он может быть расслабленный, да, но он молчаливый. Он как люди из Финляндии, да, они очень молчаливые, они немного говорят. А болтливый — это как общительный, то есть тот, кто говорит, но говорит слишком много, да. То есть я общительный человек, но иногда я бываю слишком болтливый. И это проблема. Я думаю, мне нужно быть чуть-чуть более молчаливым. И последняя такая, я бы сказал, очень простая и ясная картинка. Здесь две картинки. Это добрый и злой. Я думаю, что вы знаете это. Здесь, видите, добрый лис дает еду зайке, а злой волк хочет съесть зайку. Вот и все. Ну, вот и все на сегодня, друзья. Спасибо, что смотрели это видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Еще раз не забудьте поставить лайк. Это очень-очень важно для алгоритмов. Особенно я бы хотел сказать спасибо моим суперпатронам, таким как Джош, Джефф, Джоэл, Лиз, Мэтью, Холли, Андрея. Спасибо вам большое, друзья. Если вы также хотите поддержать меня на Патреоне, вы знаете, что делать вот здесь. Пишите в комментариях, а какой вы человек, какой вы эмоциональный или спокойный, вы активный или пассивный, вы добрый или злой. Пишите, нам очень интересно. Ну все, до скорого, пока-пока.